UserDM. Еще хочу спросить о тоне. Нам говорили, что того же тона предметы, но один ярче, то он будет казаться светлее. Светлее самое важное. Ярче, не ярче, вот светлее. Светлее, темнее. Я проводил эксперименты с цветом так, чтобы в черно-белом было серое. Трудно, но часто получалось. Иногда пол картинки пропадало. Вы такого не делали? Не делал, чтобы пропадало пол картинки. Расскажите как-нибудь, если есть секреты свои, как научились работать с таким один тон, но ярче. Или метод тыка. Метод тыка, конечно, сравнивайте просто. Чего там? Метод тыка. Если вы видите, что рубашка темнее, хорошо, вот того там темного цвета, ну, вы замешиваете это на палитре, кладете на холст рубашку, кладете вот этот кусок, и сравниваете, чтобы они были не просто темнее, светлее, а чтобы эта темнота и та темнота были пропорционально, вот каждый в своем каком-то диапазоне узком, вот узком, и этот в узком, точно попадали. Потому что если этот будет светлее, но сильно светлее, тогда как вы стену к нему сделаете? Как вы лицо к этому сделаете? То есть вы каждое большое пятно делаете в узком диапазоне. Приблизительно. Большое пятно – это ключевая вещь. Это вот многие упускают. Смотрите на мотив, сразу разделяйте его так. Что я здесь вижу? Я вижу здесь небо, я вижу здесь море. Вот они как-то относятся там. Куча зелени, какой-то темный кусок, еще что-то серое, там красное. И вот из этих 5, 7, 10 пятен состоит на самом деле любая картина. Если их там миллион, вот такая дрип такой, то это перебор, на мой взгляд. Лучше тогда что-то обобщить, притянуть к себе. Выразительность будет сильнее, когда мы видим издалека, вот идешь по выставке, издалека видишь, что пятна работают, большие массы. Ты подходишь, и там какие-то, уже в этом большом пятне нюансы какие-то замечательные. Но оно работает как большое пятно, одно к другому, к третьему, к четвертому, и так к 10-му, но не 20-му. Конечно, практика, только практика это достигается, и никаких секретов нет, методом тыка. Еще одна вещь очень важная, вот вроде бы все выстроено по пятнам, в тоне, все собрано, вот все идеально, все точно. Жизни нет в картине. И вот ты думаешь, что не так? Композиция. 100 раз проверяйте себя насчет гармоничных сочетаний этих пятен. На том ли они месте стоят? Выразительно ли расположение этих, каких-то там пятен, опять же? А тут уж ничего не поделаешь, у каждого из нас свой вкус, или он развитый, или недоразвитый, и один видит гармонию в сочетаниях, другой не видит гармонию, он видит в других сочетаниях гармонию. И в этом класс, разнообразие всей нашей бригады художнической. И это все завораживает, что мы все такие удивительные и разные, что в каждом садике растут свои цветочки и дерева. И мы радуемся разным цветам этих цветочков и деревьев, конечно же. Да, но всегда найдутся те, кто радуется не цветочкам, не всяким цветам, а навозной куче, которая на задах в огородике. Сильно его прям туда влечет. И нравится больше, чем всякие арбузы, цветочки, яблоки, груши. Более того, он платит тысячи и миллионы долларов, бывает, за такие изобретения. Что делать? Такая наша разноплановость. Или вот так вот. Расскажите, картон грунтовать с обеих сторон для чего? Для того, чтобы не выгибался. Представьте, вы собираетесь в концерт или, например, в оперу, а может быть в балет.
на балет «Лебединое озеро». Сейчас модно смотреть. И решили мороженое поесть, естественно, с вареньем. И, залили свою блузу новую вареньем. Но не всю же ее стирать. Половину постирали и быстренько высушили. И что получается? Она же половина постирана, она же садится. И она вот такая все поднялась. И вы идете в этот балет, немножечко тянет одна сторона картона. Я к чему долгий такой рассказ рассказываю. Одна половина стиранная, другая не стирана, тянет, вытяжка происходит. Сел материал, так и здесь. Чтобы он не сел, нужно также клейстером намазать и другую сторону картонки. И не будет ничего тянуть. Так, друзья, напомню, что 6 января, в субботу, у нас с вами встреча. Бесплатный вебинар. Я буду вам презентовать курс «Морской пейзаж», который в мае того года уже все успешно откурсировали, отработали с успехом. Там очень интересные уроки. И отзывы почитайте. Сейчас они на сайте размещены. И регистрация на вебинар в ссылке под описанием. Я вам подробно расскажу, чего там будет. И мы с вами порисуем. Прямо вживую порисуем. Готовьте карандаши, бумаги, резинки, стерки. Тасверлаш санати. Мой вопрос снова касается теплых и холодных цветов. Теплые и холодные цвета напрямую связаны с природой и окружающей средой. А то как же? Что, не накривую, что ли? Я их вижу, и я их выделяю и пишу. Это еще не все. Тогда, если несколько художников нарисуют одно и то же, например, должно ли у всех небо быть теплым, а земля более холодным цветом? Или будет правильно, если художник примет решение, как считает нужным, а сделает наоборот? Примет решение, как считает нужным, а сделает наоборот. Да делайте наоборот. Главное, чтобы ваше делание не расходилось с видением. Вот поначалу, вот пока вы выстраиваете аппарат точного видения, развлечения, лучше писать так, как ты видишь, а не так, как ты придумываешь и как чего-то там еще. Еще вопрос. Тасверлаш санати. Молодой художник работает над примером ткани, и ему нужно обогатить ее теплыми и холодными цветами, поэтому он не знает, какой цвет добавить к зеленой ткани, красноватой, чтобы сделать ее теплее или холоднее. Холоднее к зеленой, например. Просто в синюю краску замешивайте, она будет холоднее. Если замешиваете оранжевую, теплую, желтую или красную, она будет теплее. Чего тут? Есть ли схема или руководство в этом случае? Я сказал. То есть есть один цвет, какие цвета следует использовать, чтобы сделать его горячим и холодным. Если таблица, я вот далек от всех таблиц, таблицы, подробные инструкции, то есть живопись — это не инструкции, это вот ощущение. Это, посмотрите цветовой круг, вы увидите там против красного, увидите в дополнительных зеленый, и так далее. Вы сами там эту таблицу, наберите в интернете, цветовой круг. Повесьте себе, прям ходите вот так вот с ней все время везде и все сравнивать. Сделайте выкраски, там можно с белилами что-то, так, чтобы сделать горячим и холодным. И так понятно, что есть вот теплое, я не знаю, стол, теплое, что вам не видно стол, да, вот теплое. Теплое, а это холодное. И что? Все мы это видим сразу же. Так и в природе. Холодноватое небо или тепловатое. Смотрите, чтобы не попадало в небо, например, теплая краска земляная, которую вы использовали, я не знаю, для кустов. Небо — это ж не кусты, значит, там будет другая теплинка. Ищите ее, нужно находить
разницу, чтобы не было попаданий. У меня есть уроки на теплохолодность, прям несколько, по-моему, 21 я так вспоминаю. Но вы посмотрите просто по сайту полазьте, и там увидите. И там конкретно палитра, замесы, как это все, какие там таблицы. Там просто есть жизнь, вот я смотрю на природу, есть жизнь. И я ее выкладываю, свое ощущение жизни на холсте с использованием вот просто разницы между всеми теплыми и всеми холодными. А уж как они там замешиваются, с какими нюансами, это интуитивно. Но у меня так. В 2019 году был мастер-класс в Риге. Небольшой ролик, 4-минутный. Об этом классе предлагаю сейчас вам посмотреть после этого видео. Не забудьте отметиться в журнале, закорючку поставить какую-нибудь. Спасибо вам за теплые слова, за поддержку. Пока.